что, Нинка, начинается жизнь? А зря ты меня с собой потащила. Там одних медалистов сколько. Бал высокий. Все равно срежемся. Держи. Чего? Сейчас срежемся. Ты что? Ты чего, Лен? Пора освобождаться. От чего? От косы? Ну, поначалу хотя бы от косы. Да ты что? Чикай, чикай. Нет, я не буду. Чикай вот здесь. Ну не надо. Отойди. Такие волосы, Лен. Держи. Не желаете кефир, булочки, Желаем. сосиски? Желаем. Спасибо, спасибо, не нужно. Лен, ну я хочу сосиску. Хватит с нас школьных завтраков. Пойдем в ресторан. И вообще, прощайте косы. Прощай, школа. И химичка Людмила Семеновна. И клуб наш облезлый. И наша чеботаревка. Прощай. Девушка, девушка, что вы поете? А что, звуковые сигналы запрещены? На ту сторону лучше под землей. В метро, что ли? Я хочу подышать свежим воздухом. Провинция. Алло! Алло, это химико-технологический? Позовите, пожалуйста, Нину Головачеву из 110-й комнаты. Да-да, Нину Головачеву. А, хорошо, я подожду. Алло! Нинка? Привет! Ну что там у вас? 3 человека. А у нас 4,5. Представляешь, одна моя половинка поступит, а другая домой поедет.
Место. Напряженка. История пастью грома. 11 веков навалился, того и гляди, задавит. История. Это же говорильня. Тут всегда можно трепаться на четверку с закрытыми. А вы куда поступаете? Я на био. Но в истории тоже прилично секу. С какой эпохой вас заколодило? Да вот, 18 век. Петр умер. А дальше началась какая-то чехарда. И все смешалось в доме Романовых. Это же самый интересный период. Чистейший авантюрный роман. Петр умирает. Потрясение для России. Прямых наследников нет. Алексей он казнил, помню. Конечно. Я же при этом присутствовала. Вам, наверное, все это не очень нужно. Да что вы. Бит, 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 кип, кэп, кэп. Хэв, хэд, хэд. Лив, ле, ле. Ой, Что остановилось? не могу больше. Все перемешалось в голове. И вообще, какой смысл? Но все равно завтра провалюсь. Я это уже слышал. Перед историей, перед сочинением. Тогда я говорила это на всякий случай. Теперь чувствую. Крышка. Ну что за бред? Ты уже на финише остался спихнуть этот паршивый инглиш. Не могу я больше. Миша, занимайся своей математикой, а я все, выдохалась. Это что ж, я поступлю, а ты нет? И мыслить так не моги. Смотри на меня. Делай как мы, делай лучше нас. Правую ногу под себя. Делай. Левую накрест на правую. Руки за голову. Индийские йоги называют это позой лотоса. Она мобилизует скрытые силы организма. И откуда ты все это знаешь? Я ж биолог. Будущий. Итак, дыхание становится глубоким. Сомнения ушли. Перед глазами только английский неправильный. Спрягай. Blow, blue, blown, break, broke, broke. Перемена. Блин, очки раздавим. Ты сумасшедший. Ты что ты? Сумасшедший. Все глаголы своей башки вытрясешь. Ничего, соберу. Чего набросилась? А у меня вековая ненависть к угнетателям. Вот они, например. Что ты сейчас видишь? Ну, посмотри. Ничего, кроме тебя. Миша, я очень боюсь. Боюсь, понимаешь? Остался всего один экзамен, полчаса, которые должны решить все. Я не хочу возвращаться на свою захолустную стейшн. Я хочу жить здесь, вот здесь. Я тебя за уши втащу в институт. Миша, ругай меня, ругай, слышишь? Не давай спуску, заставляй, натаскивай. Я должна остаться здесь, понимаешь? Я тоже. Чтобы заниматься биологией всерьез, надо... Ну ты поступишь, Тимирязев. Не знаю, что это со мной было. Затмение какое-то. Кузнецова,
Чего ты сидишь? Иди в деканат, там по группам распределяют. Задачки-то детские были. Я потом вышел, посмотрел элементарно. Я должен был их решить даже мертвым. Выше голову, Миша, хвост трубой. Ну, приедешь на будущий год и поступишь. Кузнецова, тебя в деканате спрашивают. Сейчас. Не очень хочется тебя проводить, но... Ты мне напишешь? Я тебя буду помнить. Я тебя никогда не забуду. Ведь он провалился из-за меня. Ну чем же я виновата? Я же не просила его влюбляться. Ничего, приедет на будущий год и поступит. И все-таки. Не переступила ли я через... А как быть? Забыть. Мощно, велико ты было столетие. Дух веков прежних пал пред твоим алтарем, ниц и безмолвен девясь. Принадлежность этих стихов, датировка, смысл. Ода 17 столетия, Радищева. Написано на рубеже веков в 1801 году. Автор сказал про нее: входя в новый век, полезно глянуться в минувший, дабы ошибок его не повторить. Но твоих сил не достало к изгнанию всех духов ада, брызжущих пламенный яд через многотысячный век. Их не достало на бешенство, ярость, железной ногою, что подавляют цветы счастья и мудрости в нас. Кровью на жертвеннике еще хищности смертной багрятся, и человек притворен в люто тигра ище. Пламенник брани зри мычется там на горах и на нивах, в мирных долинах, в лугах, мычется в бурной волне. Иль невозвратен навек мир, дающий блаженство народам, или погрязнет еще, ах, человечество, глубже. Вечно едина премудрость, победа ее увенчает. А в нашей Чеботаревке на Октябрьский новый клуб откроют. А старый уже сломали. Да. Как это далеко. Как будто на другой планете. Дима Донской сейчас занят спортивной тематикой. А я дома так и не побывала. То турпоход, то стройотряд. Интересно, по-моему, да. Вот приоделась немножко. С тобой то редко видимся. Ну, конечно. Попробуй вырваться. То лабораторный, то коллоквиум. А ты-то как, Лен? Я душу архивной пылью. Пишу курсовую об одном вольнолюбивом поэте екатеринских времен. Ах, на гравюре поустертом в один великолепный миг я видела Тучков четвертый, ваш нежный лик. Так Марина Цветаева его братья писала, но не похоже. Лен, какая ты молодец. Оправдываешь наши надежды. Где ж дорога в аспирантуру? Ну, для этого мало изучить 18 век. Нужно хорошо ориентироваться в 20-м. То факультетское бюро, то правком. А я же еще член совета общежития. Каждый вечер то диспут какой-нибудь,
то собрание. Кошмар. А вот вчера мы с Гариком Сидоровым С кем? проводили... С Гариком Сидоровым. Ой, Нинка, Ну чего ты? ой, Нинка. Что такое? Я не первый раз слышу от тебя это имя. Это что, большое всепоглощающее чувство? Ну ты что, перестань. Просто один мальчик из нашей группы. Активный очень. Между прочим, простую информацию подает так, что заслушаешься. Вот вчера, например, обыкновенные цифры, а как раскрыл? Поразительно. Вот, например, в будущем году у нас будет выпущено 1 миллион 385 тысяч легковых автомобилей. Что это значит? Ну, для нас с тобой ровным счетом ничего. Ну, подожди. А долго ждать? Ну, мы же еще молодые. Автомобиль. Талантом мне этого не достичь. Упорным трудом. Ну, это когда старушка стану. А что же остается? А остается ездить на метро. Пединститут, заканчивайте тренировку. Освободите зал для сборной. Ну еще раз. Какая смена растет. Ой, Занька, что случилось, а? Ногу подвернул. Ну, вот беда-то, а. Я добрый доктор Айболит. Спокойно. А теперь посмотрим, не будет ли правая нога короче левой. Так. Да нет, вроде бы одинаковая. Так. Учитель, воспитай ученика. У вас есть вкус к языку, недурная память, свежесть суждений. Давайте попытаемся. давайте. Вам очень идет эта кофточка, но цвет, не слишком ли он пиратский? Да вроде нет. Впрочем, в этих вопросах я, как говорится, не Копенгаген. Ирина Константиновна, а вам, между прочим, очень идут брюки. В них совсем иначе, чем в институте. А там я что? Страшилище? Монстр? А почему бы вам не шить брючный костюм? Чтобы шагать в ногу с веком? Прекрасно, мы начинаем наше научное сотрудничество. А брюки, голубушка, служат мне исключительно для лазания по полкам. Ну вот, и включился музыкальный террорист. А это рука Радищева? Да. Из илимских снегов чадом моим возлюбленным. Александр Радищев. Эту книгу прочтете здесь. Знаю я общежитие. Не шарь по полкам жадным взглядом. Из книги не даются на дом. Нет, почему же даются? Вот это возьмете с собой. Может быть, отсюда и родится ваша тема. Ну-ка, примерьте. Даю вам месяц. Всего. Ну, голубушка, либо плясать, либо заниматься наукой. А совместить нельзя? Красивая рубка сегодня будет. Спортивным переживаниям помогает.
Здорово. Привет великим. Ты что, не играешь сегодня? Да, травма. Познакомься, Лена, будущий филолог. Очень рад. А подруги нет такой? Да кончай, Саша. А что? В Рим ты едешь? Готовлюсь. Невеста. Да. Да. Сфотографируй на память для семейного альбома. Давно такого в руках не держал. Ты не сердись, что я так сразу. Я твердо решил, именно ты. По всем параметрам. Ближе. Токио. Азиатские игры. Но метнул я там плохо. Понимаешь, не успел акклиматизироваться. Бразилия, Монреаль, Киев. Метнул там здорово, представляешь, по 90 метров. На варениках-то. Мамуль, ну давай быстрее, чего ты? Сейчас, Виталий. Ну-ка, примерь. Ой, какая прелесть. Ну, а это откуда? Метнул. Дошел как-то по Рейкьявику, понимаешь? Ну и... А что, смотри, как угадал. Твой размер. Сейчас. А? А чё? Перед сборами свадьбу сыграем. В метрополе человек нас-то. А? И заживем. Ты меня будешь подтягивать в культурном отношении, а я тебя в физическом. И будет полная гармония. А в июле в Рим на кубок двину. Ну что тебе оттуда метнуть? Понимаешь, мы же международного класса. Ездим всюду. В анкетах пишешь холостой, так только руками разводят. Да и тренер меня уже достает, столько раз намекал. Понимаешь, побью мировой. Для тебя. Будем на колесах. Лада, 6-я модель. Идите к столу. Дочка, неси бокалы. Мамуля, ты ей понравилась. Сейчас, мамулечка. Сейчас, так. Слушай, давай разобьем, а? Давай, на счастье, а? Ну? Видишь, какое у нас будет счастье? Не бьющееся. Швеция. Скандинавские игры. Он хочет, чтобы я стала одним из его призов. Моя жена. Московские игры. Прошу слова. Я хочу высказаться от имени тех, кто давно знает, любит и уважает. Гарик, хватит, ребята, хватит! Горько! 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 Давайте все вместе! Ну да! Давайте! Горько, давайте! Горько! 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 Ну! Раз! Два! Три! Простите, вы со стороны жениха? Я не со стороны, я в стороне. А вы Гарик? Гарик. А мне Нина про вас очень много рассказывала. А про него ничего. Откуда он возник? С овощной базы. У нас воскресник был. Капусту грузили. А тут Строгановку пригнали. Возьмите. У нее тогда ангина была. Ну вы же сами знаете, разве может она на месте лежать? Взяла и явилась. Ну зачем? Правда говорят, что счастье в капусте находит. Какое тут счастье? Я хочу сказать... Гарик, не надо. Ну, пожалуйста. Я хочу сказать о человеке,
редкой души. Все художники самодовольные Гарик, гении. нет. По-моему, ты очень много пьешь, не надо. Сядь, а? И, по-моему, совсем не закусывает. Да, давай, садись. Я танцевать хочу! Я танцевать хочу! Давай, прибегайте к столу, ребята! Ленка, как я рада, что ты пришла. Слушай, пойдем, я покажу тебе Алешина работу. Так. Ты проходи, проходи. Ой. Вот смотри, ну иди сюда. Вот. Ну, Нинка, это все так сразу налетело. Я даже не думала, что такое может быть. Он у меня такой талантливый. Вот смотри. Ух ты. Но ему совершенно негде работать. Это просто катастрофа. А тут еще я. Ой, сейчас я тебе еще одну картину покажу. Ты знаешь, он взял на диплом проект памятника рабочим ополченцам. Вот он. Смотри. А если одобрят, может быть, мастерскую дадут. Вот эту картину посмотри. Товарищ, а где невеста? Нет невесты. Сбежала. С кем? С Гариком? Нет, Гарик здесь. Ну, тогда все в порядке. Ой, Ленка, ну ты чего? Ну перестань. У тебя все еще будет. Даже лучше. Ну ты что? Ну-ка перестань. Лен. Ну вот. Ты же у нас самая красивая, самая умная, самая удачливая. Все. Ленка, закрывай читалку, пошли на обед. Оль, вставай. Помните, что Горький сказал? Человек выше сытости. Ну, это он после обеда сказал. Ох, боюсь я Зарицкую. Срежет. Подъем! Да, Кузнецова. Ты у нас будешь минимум профессором. А что? Извини меня, не в чухломе же какой-нибудь вдалбливать пятиклашкам. Люблю грозу в начале мая. Ну ладно, Йог, иссушай себя. Девчонки, куда пойдем? Зонтики надо взять, а то по радио газобище. Я отойду на минуточку. Завтрак аристократа? Такс, ко мне. Ты собачка моя маленькая. Прячьтесь, девушка. Если хотите, я. А вам, собственно, куда? А мне, собственно, в Коломенское.
Гроза, как жрец, сожгла сирень. И дымом жертвенным застлала глаза и тучи. Ну а что еще о грозе вы знаете? Заплети этот ливень, как волны. Ну, продолжайте. Не знаете? Ну тогда давайте другое. Гром отрывистый слышится, отдающийся резко, и от ветра колышется на окне занавеска. Грозою окропленный вздрагивает лист. О, славочки зеленый, трехоборотный Не свист. славочки, а пеночки. Дождик, дождь напрасно льешь, Льешь, я не выйду без галош. Итак, прямо перед вами ансамбль 15-го столетия. Ну идите же. Взгляните налево. Прекрасный памятник архитектуры. Миниатюрный теремок. Создание умельцев. Рядом с ним памятник зодчества. Трапезная. Яблоневый сад. С прекрасной информацией для размышлений. Это, пожалуй, грознее, чем при царе Иване Васильевиче. А теперь взгляните сюда. Да, ради этого стоило ехать в 16 век. Странно. Люди полмира проезжают, чтобы увидеть это. А мы за 3 квартала не можем. Не обобщайте. А вас случайно не Миша зовут? Меня? Между прочим, Володя. Лена. Так чем же все-таки вы... Чем я занимаюсь? Да. Ну зачем выяснять, кто есть кто? 2 случайных попутчика, которых гроза свела в пункте Б. То есть булочной. Молочная. Ну, в пункте М. Вот сейчас допьем молоко и разбежимся в разные стороны. Кажется, опять дождь начинается. Ой, откуда же его столько берется? Граждане, вы венчающиеся? Ах, простите, обознался. Вам что, собственно? Это мы. Только мы подвенечные наряды не надели. Чтобы не замочить, их сейчас подвезут. Ну что же вы опаздываете, миряне? Надо вовремя. Вот ведь разверзлась-то как, а? Прямо беда с погодой. Прямо беда. Все расписание кувырком. Ну зачем же роптать, батюшка? Все от Бога. А в таком виде вы нас не можете? Ну что, вы в ЗАГС пришли, что ли? Извините, пожалуйста, совсем запамятовал. Мне нужно появиться на одном официальном мероприятии. А как же быть с венчанием? Я вас очень прошу. Чистая формальность. Буквально четверть часа. А потом мы с вами сюда снова вернемся. Или что-нибудь еще придумаем, ладно? Через 15 минут как штык. А что, по мне было скучно? Вот вам Агата Кристи. Один роман на русском, другой на английском. В каждом по 5 убийств. Какой ужас. Что, и Петухова тоже? А ему-то за что? 3 года мучает своих собак, путь сомнения, а результат? Ну, начальство виднее. А где все это будет происходить-то? В конференц-зале. Академик Уовский просил передать ему эту книгу. Доктор биологических наук Антоник Ольга Александровна.
За комплекс работ по молекулярной биологии специальной премией награждается старший научный сотрудник Левашов Владимир Борисович. Я благодарю всех, кто помог мне в этой работе. И прежде всего академика Заводовского, профессора Варенцова, научных сотрудников Иванченко, Чугунову, Лавриновича. Подождите, Володя, сегодня не вы благодарите, а мы благодарим вас. Спасибо. Ну что вы, ребят? Ну ладно, все, спасибо. Владимир Борисович, я разгадала вашу тайну. Поздравляю. Спасибо. Как-то все неожиданно получилось. Матвей, познакомься, Лена. Очень приятно. Матвей. Очень приятно, Лена. А ты пиджак сейчас отдашь или потом? Какая красивая панорама. Можно билеты продавать. А это на каком языке? Санскрит. Отец занимался Древним Востоком. А это мамины. По медицине. В последнее время мы жили вдвоем. Матвей, наверное, не скоро придет. Где он сейчас достанет мороженое? Он, наверное, вообще не придет. Ему показалось, что нас нужно оставить вдвоем. Только поверьте, я не просил его об этом. А ведь не пора. У вас, наверное, сложилось впечатление, что я каждый божий день останавливаю девушек. Конечно, останавливайте. Завлекаете. Разбирайте на рибосомы сплошной. Агата Кристи. Как ни странно, это впервые. Где же зонтик? Наденьте куртку. Вы знаете, когда я вас увидел, мне показалось, что я могу упустить что-то очень важное в жизни. Вообще, я очень много уже упустил. Вообще, я неудачник. А он хороший парень. Стесняется. Я бы, наверное, смогла его полюбить. Конечно, это тоже далеко от абсолюта. А на улице такой дождина, а у него уютно. Старомодно немножко, но ничего. Сегодня необычный день. Все на выворот. Вначале побежали венчаться, а теперь обратный счет. Четыре, 3, 2. Я думаю, эта тема у вас пойдет. Вы ринулись на материал прямо как на крепость. Неравнодушный слог. Вы на совесть порылись в первоисточниках. На что трогать этого молодого человека? Он и так уже на галерах.
Примечательные слова Екатерины. Но зачем в исследовании творчества поэта столько фактов его личной жизни? Причем незначущих фактов. Вот, например, этот. О его счастливой влюбленности в эту, как ее? Мими? Да, Лопухину. Что это дает? Ну, Ирина Константиновна, как же можно отделять? Ведь в творчестве отражается личность, сам человек. У Афанасия Фета в молодости умерла любимая. Это же отложило отпечаток на его... Фет был глубоко интимный лирик. А что же, у Гражданского вместо сердца пламенный мотор? Я еще стаканчик возьму. Вам взять? Нет, нет, спасибо. Лен, у тебя какие планы на лето? Это секрет. Едем с нами, в Соловецкий монастырь. Нет, в монастырь я пока не собираюсь. По-вашему, получается, вокруг рабства секут крестьян, вырывают ноздри, а он счастлив от своей любви к Мими. А он счастлив. Он ненавидит рабство, как счастливый человек. Это парадокс? Я не могу читать статьи, где отдельно жизнь и отдельно творчество. По-моему, их пишут засушенные книжные гусеницы, которые давно забыли, что такое личная жизнь. Камень мой огород? Ну что вы, Ирина Константиновна, я не хотела. Угу. Вы знаете, чего вы хотите. И умеете добиться этого. Вот, с этим брючным костюмом. Добились же, что сделали из меня всеобщее посмешище? Но и я кое-чего добилась от вас. Видите, как вы начали рассуждать? Отделять нельзя. А здесь у вас все порознь. Мими, стихи, стихи, Мими. Соедините все, и тогда будет ясно, от чего поэт счастлив, а от чего несчастлив. Да вы сами сегодня счастливы. От чего бы это? Володя! Володя! Дорогу задавлю! Так, дяди наши, холодненькие, вот они! Малышка! Ты чего это? Соленый заправляешься, да? Смотри, вот они, опресненные, холодненькие. Хочешь? Ну чего ты боишься? Иди сюда. А морская водичка — это не кайф. Пошли к нам в палатку. У нас виски есть. Мак кассетный. А? Одинокая. Ку-ку, ку-ку. Ребят, пойдите проспитесь. Идея. Вопрос только с кем? А? Фигурка-то у меня ничего. Ничего, фигурка. Ой-ой-ой. Какой это и у киноактрисы? Да-да-да, которая не выдержала буржуазного образа жизни. Ой, кино. Вы что, 15 суток хотите заработать? Мы с тобой согласны хоть пожизненно. Да ладно, чего там? Пошли к нам. Эй! Ребята, вы что? Это еще кто? Оставьте человека в покое. Погоди! Не трогайте его! Не трогайте! Да, не бежать! Я ему врежу! Не трогайте его, это мой муж! А вот мы... Иди сюда! Володя! Витек, не трогайте, ну не надо, не бейте! Отойди, Лена! Володя, не надо! Ну, водолаз! Не связывайся. Ну, мы тебя достали! Подожди! Отваливаем, Не Витек! ходи. Отваливаем, поехали! Не ходи.
Ну и, конечно, никакого свадебного путешествия не получилось. У него синячи с чего? Ну куда с такими? Ой, Выйдешь. кошмар. 36-я симпатичная. Да, она ничего. Нинка, между прочим, после того... Да это же все потом приходит. Я тоже сначала ничего не понимала. А я в квартире все переделала. Всю Володькину премию ухнула. Он ведь у меня абсолютно неумеха. И постоянно чем-нибудь недоволен. Ну никакого самолюбия у человека. Так и мой тоже. Сейчас, знаешь, на диплом начал работать. Сделает эскиз, покажет. Как? Я говорю, хорошо. А он нет, ужасно. И все вдребезги. Стирка, уборка. Совершенно некогда учебой заниматься. Потом покормить его получше хочется. Он ведь меня знаешь. Не позовешь, сам не поест. Ой, а мне еще на шоферские права сдавать нужно. Страх боже. На курсы ходить приходится. Слушай, Нина, зажги еще раз 36-ю. Понравилось? Сейчас. Володя! Перестань свистеть. Все счастье из дома. Тьфу. Высвистишь. Ты не забыл? Что? Ты забыл, что сегодня мы приглашены в твой НИИ. Только чур, машину поведу я. Ой. Лен, может, не поедем? Почему? Мне тут кое-что начало вытанцовываться. Надо бы добить. Хорошо. Я подожду. Нет, ну это типично в твоем духе. Бери ручку, свисти, добивай. А я лягу спать. Который час? 8 часов. Вот 8 часов я лягу спать. Для этого я выходила замуж. У меня каникулы. Я хотела познакомиться с твоими товарищами, потанцевать. Лена, Прическу сделала, дура. ну не сердись. О, прибыли. Поздравляю. Спасибо. Юрий. По прозвищу Долгорукий. Елена. Прекрасная. Естественно. Леночка. А, Рита. Мы не опоздали? Что ты? Все ждут шефа. Крутят мультяшки. Леночка, познакомьтесь, ваш коллега Олег Сергеевич Градов, известный критик, доктор наук. Проверяет алгебру и гармонию, а я скромно помогаю ему в кибернетическом анализе стихотворных ритмов. Большой авторитет в филологии, учтите, Леночка. Очень приятно, рад познакомиться с вами. Если не возражаете, после официального веселья всех приглашаю к себе. Разрешите, коллега? А что, неплохая пара? Профессор и студентка. Значит, 18 век вас увлек? Но это же пантеон. Всем давно памятники поставлены. Знаете, значительно сложнее иметь дело с живыми. Попробуй наступи кому-нибудь на ногу, получишь удар ниже пояса. А вы знаете, там, на банкете, вы мне показались какой-то потерянный, что ли, нет? И мне вдруг очень захотелось видеть вашу улыбку. Правда? Ну, улыбнитесь. Вот так. Собственно, за этим я всех сюда и позвал. Мне здесь нравится. Спасибо. Хорошо, что вы согласились. А вы знаете, чего вам больше всего не хватает? Понимания. У нас с вами одна профессия. Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь. Звоните. Мой телефон легко запомнить. 303 03 03. Похоже на скорую помощь. Да. Но только в отличие от скорой помощи, мой телефон никогда не занят для вас.
дамы меняют кавалеров. Спасибо. Тебе весело, кузнечик? А? Елена Сергеевна, здрасте. Леночка, это опять мы. Раздевайтесь, проходите, ребят. Понимаешь, возились с рымаревскими хлоропластами. Эксперимент получился нечисто. Пришлось придумывать новую методику. Сейчас кое-что вытанцовывается, надо добить. Голодные, как каннибалы. Обед уже остыл. Ничего, мы и холодное поедим. Вот когда я снимал комнату за городом, моя хозяйка все время жаловалась, что аспиранта прокормить труднее, чем кабана. Лена, еще Матвей сейчас подойдет часика на 2. Я очень рада. Вы проходите. Я тебе свежую кабету принес. Ну что, Кузнецова, извините, Левашова, чего вы достигли? Пора разобраться. Я готовлю обеды, смотрю телевизор, слушаю скучные споры о биологии. А у Зарицка не была уже сколько? Я теряю личность. Ну зачем ты так? Неужели тебе аспирант важнее? Это риторический вопрос. Возишься с ними, как нянька. Ну, со мной ведь тоже возились. Кто? Отец, мама, преподаватели в институте. Тот же Кирилл, Матвей. Ты вот теперь мне обеды готовишь. Да, на 3 дня приготовила. Посмотрим, что там останется. Не понимаю, ну какая тебе разница? Ну, защитятся они месяцем раньше или месяцем позже. Ты бы лучше своей докторской подумал. Не разбрасывался, не ссорился, а дружил с нужными. Самый нужный человек для меня – это ты. Аспирант – это моя обязанность. Тебе придется к этому привыкнуть. В конце концов, это моя жизнь. Чего-то искать, иногда находить. А мне что остается? Я думала, что устрою наш дом, и начнется другая жизнь. Господи, какая другая? Ты привык ничего не замечать вокруг себя, потому что ты всегда жил хорошо. А я привыкла замечать, потому что я всегда жила плохо. Лена. В деревяшке, в Лена. 2 комнатах, 8 Леночка, ну не обижайся, пожалуйста. Ну что здесь плохого, что теперь я хочу жить иначе, а не сидеть в этих 4 стенах привязанной. Не сердись. Давай разумно. Ну какого черта ты копила обеду? Взяла бы машину, прокатилась. Пошла бы в гости. Одна? Сегодня я холост, поэтому мой стол не столь широк. Но зато вы попробуйте кофе, который, надеюсь, еще не пили. Смелее, смелее. Прошу, Володя. Благодарю. И что делать с этой экзотикой? Пить? Каким образом? А вот так? Я не мальчишка. У меня такое чувство, как в детстве. Правда, хочется взять вас за руку. Идти. Идти, обходить лужи, колючки. Идти, идти. Смешно? Вам холодно? Нас ждут сейчас уютные квартиры, а мы с вами сбежали в апрельские хляби. Ну почему?
Почему все люди хорошие, заняты? Кого вы имеете в виду? Вас и себя. Ну почему тогда в Булушино или еще где-то там оказался не я? Последние дни я не знаю, что со мной происходит. Я ни о чем не могу думать, ничего не делаю. Это просто весна. Нет, это не просто весна. Это вы мне нравитесь. Очень. Правда. Что мне теперь делать? Я понимаю, у вас произошла перемена в жизни, при которой даже официально полагается 3 дня. Но вы прервали работу почти на год. Вам перестала нравиться ваша профессия? Ну что же, в вашем возрасте еще не поздно переменить. Ну, отчего же? Я работала. Вот узнала, что вы нездоровы. И примчались обрадовать. Это вы писали по дороге сюда? Ну, почему же? Посмотрите на эту дату. Вы оказались милостивее императрицы. Вы на 3 года сократили поэту сибирскую ссылку. Ну, это же описка. Раньше мне было интересно читать, что вы писали, даже спорить с вами. А теперь и спорить не о чем. Но бывают же такие периоды, когда, ну, не идет. В конце концов, мы же не хлеб сеем, а занимаемся изящной словесностью. Способная, но слишком хорошенькая. Ирина Константиновна, ну при чем здесь? Один русский писатель сказал: где не погибло слово, там и дело еще не погибло. То, к чему мы прикасаемся, свято. А вы дилетантка. Ну что вы сидите, как на иголках? Если вам некогда, скажите, я не обижусь. Идите, идите и щеголяйте в приятной компании. Ах, Новиков, ах, Кюхельбекер. Для этого ваших знаний уже достаточно. Черт, несет кого-то не вовремя. Леночка, ты на всякий случай. В чем дело? Что случилось? Олег Сергеевич, вы крайне я не пришел вовремя. по поводу своей работы, по поводу рукописи. Свое мнение высказал на ученом совете. Извините, но вы фактически зарубили. Что значит зарубил? Этот термин сюда не подходит. Я высказал свою точку зрения. И потом рубят что-то твердое. А ваш фолиант рыхлый, он сам рассыпался. Простите, но это ваше субъективное мнение. Да, разумеется. Вы что, пришли его изменить? Олег Сергеевич, поймите меня, я вложил много энергии. Какой? Это для меня вопрос жизни. Какой жизни? Вы имеете в виду диплом кандидата наук, который вы хотите повесить на стену? Олег Сергеевич. Ну что вы раскисли? Если вы уверены в своей правоте, вы же мужчина, надо драться. Олег Сергеевич, я подумал, может быть, и вы своей опытной рукой, рукой мастера, я не останусь неблагодарным. Я понимаю, наши фамилии не могут стоять в алфавитном порядке.
Что же я сейчас услышала? Хорошо, хорошо. Оставьте рукопись. И позвоните мне завтра. До завтра. Кузнечик, что ты читаешь? Автору лестно, только критика всего лишь бледное отражение литературы, а литература всего лишь... Он даже не стесняется меня. Ну ладно, ушел он, и забудем. Купля-продажа. Я сделаю для тебя все. В аспирантуру поступим, диссертацию защитим. Ты мне нужна. Помнишь у Михаила Ломоносова? Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, коль больше пред людьми ты счастье. Я, пожалуй, пойду. Куда? Вот именно. Куда? Больше нам уже никто не помешает. Ведь нам хорошо вдвоем, а? Почему я здесь? Где ты была? У Риты. У Риты тебя не было. А если у любимого человека? Леночка, зачем так? А я не шучу. Кузнечик, дорогой, коль много ты блажен, коль больше пред людьми ты счастьем одарен, припровождаешь жизнь меж мягкою травою и наслаждаешься медвяной росою. Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, но в самой истине ты перед нами царь, ты ангел воплоти. И лучше ты бесплотен. Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, что видишь все твое, везде в своем дому, не просишь ни о чем, не должен никому. Ну и как же мы теперь будем жить? Ты меня больше не любишь? А разве я тебе когда-нибудь признавалась в любви? Ну, развод по-московски, я думаю, это не так сложно сделать. Достаточно подать заявление, и через неделю уже... Я надеюсь, ты это сделаешь? Что касается остального, то я бы, конечно, могла уйти.
но мое место в общежитии занято. Так что тебе придется разменять квартиру. Или, может быть, ты себе построишь кооператив? Да, вот насчет машины. Ребят, я до киоска дойду, да? Ага, комсомолку возьми. Доброе утро, Матвей. А, Лена, здравствуйте. Я вас задержу на 2 минуты. Да, конечно. А что, собственно? Я хотела узнать о Володе. Ну, Володя пока живет у меня, так что вас больше ничем не стеснит. Он сказал, что квартиру и имущество оставляет вам, и все, что надо подписать, подпишет. В общем, я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Матвей, ну, может быть... Ну, что может быть? Я не хочу больше с вами говорить. И руки я вам больше не подам. Ну вот я и освободилась. Сначала от Кос, потом от подруг, от Зарицкой, от мужа. Сбылась мечта идиотки. И что же я получила взамен? Что? Кто мне скажет правду, если не я сама? Я получила наполненную мебелью пустоту. Ленуся, мы к тебе. Ехали мимо, решили экспромтом. Знакомься, Леночка. это наши друзья Очень Кубышкины. приятно. А это Сергей Нечаев, океанолог-путешественник. Сердечный привет. Мы из магазина «Океан». Куда прикажете? Прошу вот сюда. Проходите. Ух ты! Как вас мило. Ребята, проходите. Какая прелестная стенка. Югославия? Да. А у нас румынская. Это называется теперь ходить стенка на стенку. Рита, здесь курят? Ну, конечно. Я знала, что ты в таком состоянии.
Ну и решил тебя немножко встряхнуть. Ты не волнуйся, все уладится. Что уладится? Ну, хочешь, я вас помирю? Ну, знаешь, если это не входит в твои планы, так нечего киснуть. Ты завидная невеста, ученая дама с отдельной квартиры. Мы тебя быстренько выдадим. Какой изумительный Ван Гог. Прямо подле. Я давно говорила, что нам в передней надо что-нибудь подобное. На подлинника далеко, правда. Нет, чудесная квартира, чудесная. Ну и хозяйка вполне соответствует. Ну что вы, это же она все устроила. Здесь было полное запустение, берлога холостяка. А она все перевернула. Да и вообще, представьте, приехала в Москву 3 года назад, была ничто и сама себя сделала. Это человек редких качеств, учтите, Нечаев. Тонко чувствующая, разносторонняя натура. Это сразу можно угадать. Покажи, чем ты себя окружил, и я скажу тебе, кто ты. Зачем гадать? Сейчас убедимся воочию. Действительно. Точно. У вас не найдется 2 копеек? Простите, девушка, у вас не найдется 2? Нет, к сожалению. Извините, я обманула вас. У меня есть душки. Спасибо. Извините меня. Спасибо, спасибо. Ждем тебя, Петр. Спасибо, девушка. Бюллетенила. Но ничего, капель накапает, сидит, пишет. Не волнуйся, говорит Муся. Пусть сын музыку включает, она мне ничуть не мешает. 3-го дня стучит мне в стенку. Я вхожу, а она лежит. За горло схватилась, всю трясет. Я бегом, не отложку, приехали, вкололи. Вроде полегчало. Муся говорит, у меня близких никого нет. Так ежели что, книги отдайте в институтскую библиотеку. Кроме этих. А эти отдайте студентке Левашовой Елене. Но прежде спросите, если для дела, пусть берет, а если так для виду, тоже отдайте. Ну что, возьмете? Наташка? Ленка! Ленка! Сестренка! Ну, Ленка,
Ну, Ленка, блеск! Ты бы хоть сообщила. Ну, а таких в институт принимают? Ну, Ленка. Ничего, со знаком качества. Ну, Ленка. Вот это да! Ничего, устроилась. Вот это флэт! Скрейзиться можно. И до вас дошли эти словечки. А мы не хуже других, до нас уже все дошло. Что дома? А что дома? Отец на пенсию собирается. Мать возится, как всегда. Дед скрипит, бабка ворчит. А где твой Володя? Его нет. Он в командировке. Значит, пока его нет, я буду жить здесь, да? А ты в какой институт собираешься поступать? Да, я не знаю. Говорят, сейчас в моде институт средств управления, но там такой наплыв. Можно к вам? Ведь у тебя там есть кто-нибудь? Или Володя что-нибудь придумает? Ой, Ленка, мы дома с девчонками очень часто о тебе вспоминали. Просто восхищались тобой, честное слово. Ой. Можно померить, а? Простите, вы не подскажете, как пройти на выставку Эрзи? Хватит дурачиться. Иди умывайся. Ой, Ленка, я хочу все-все посмотреть. Ты меня покатаешь на машине по всей Москве, а? Хорошо, хорошо, покатаю. Ладно, Лен? Ой, Ленка. Ну, я тебя догоню. Честное слово, дай мне только срок. 3 года, а? Программа ясна. Ой, какие духи. Блеск, фирма. Чего, Лен? Когда закончишь, захлопни дверь и спускайся вниз. Ладно. Выходи. Зачем ты это взяла? Помоги лучше. Возьми сумку. Блин, ты чё? Ты чё делаешь? Девочка, тебя как зовут? Света. Светочка, вот тебе ключи. Один от квартиры, другой от машины. Вон от той. Синенько. Ага, синенько. Поднимись на 3-й этаж, 8-ю квартиру, и отдай их дяде Матвею. Или дяде Володе. А дядя Матвей, это усы его? Угу. Ну на. Беги. Ну, а теперь прокатимся на автобусе. Ну что, переезжаем? Угу. Куда? К Нине Головачевой, помнишь ее? Переночуем и в общежитие. Подожди, ты что, с Володей поссорилась, да? Ну это же смешно. Подумаешь, поссорились, помиритесь. Ну а если даже нет? Ты что, думаешь, что я маленькая, ничего не понимаю, да? Глупая ты еще. Все равно же половина принадлежит тебе. Пол дома, пол машины. Ну сейчас я возьму пилу и распилю. А ты не шути так. Зачем ты свою жизнь ломаешь? И мою. Я к тебе приехала, надеялась на твою помощь. А ты меня сразу вон. Сестра называется. Ну если не о себе, то хотя бы обо мне подумала. Именно о тебе я и думаю. Очень видно. Долго думала? Долго. Вот тут уж ты мне поверь. До сих пор голова трещит.
что, уже куришь? А ну-ка брось, идиотка! Ты что, ненормальная? Да ну тебя! Отхлестать бы тебя по губам. Уже приласкала. Какая принципиальная! Замолчи! А ты еще кофту сними. Замолчи, а то поедешь домой. И туфли. Без тебя соображу, что делать. Ну и я без тебя соображу. Как-нибудь сама свою жизнь устрою. Я тебе устрою. Я тебе такое устрою. Хватит нам устраиваться, Наташка. Пора жить начинать. Может, что-нибудь путное и будет. У тебя уже все было. Ой, ничего у меня еще не было. Ничего.